Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич, и сегодня день пряников. Мы с вами пройдем все нюансы и секреты правильной выпечки пряников и пряничных домиков. Спасибо за ваши репосты, комментарии и лайки, которые оставляете под моими видео. В одном из прошлых видео мы с вами делали вот такой простой пряничный домик. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. А еще я вам предлагаю более сложную работу. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментарии. И я подготовлю серию видео мастер-классов по сборке и росписи вот таких сложных домиков. Я включила духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, и достала тесто из холодильника. Оно, обратите внимание, какое мягкое. Дело в том, что все свои базовые рецепты, когда я готовлю, уменьшаю муку на 50 грамм, чтобы мне было легче раскатывать его. Если вы используете базовый рецепт без уменьшения муки, то достаньте пряничное тесто минут за 15 до раскатывания, но не ранее. Если тесто перегреется, у вас в итоге будет рыхлая и некрасивая постекшаяся поверхность пряника. Также нам потребуется скалка, ограничители, это могут быть деревянные вот такие трубочки, это шпажки для шашлыка. В течение этих трубочек 5 мм, как раз та толщина пряника, которая нам нужна. То есть скалка будет в них упираться, и мы будем получать идеально ровные пряники. Вырезать пряники можно мастихином, это художественный инструмент, продается в любых магазинах для рукоделия, для художников. Либо если у вас есть вот такой инструмент, называется колесико для мастики, тоже очень хорошо подходит для вырезания по шаблонам. Если есть вырубки, то используем их, но не обязательно, либо шаблоны. Также можно вырезать не только мастихином, но и детским ножом для пластилина, тоненькие, знаете, такие бывают очень удобные. Внизу мастер-класса есть шаблоны, можете их масштабировать, увеличивать, уменьшать, делать пряники любого размера, который вам нравится. Вот тут вот маленькие, тут порядка 8 сантиметров. Обычно заказчики любят, когда пряники где-то 12 сантиметров. То есть можете увеличить экран монитора, приложить пергамент и вот так вот сделать переводку, ну, только в большом формате. Это вполне возможно. Также после выпечки мы будем придавливать пряники доской или вот таким вот стеклом. Я достала его из морозильной камеры или из холодильника можете достать. Оно нам тоже понадобится, его заранее заготовьте. Раскатывать сами пряники будем вот на таких тефлоновых ковриках. Это многоразовый материал, это по сути стекловолокно, очень надежный, 6 лет. Вот есть у меня коврики, которые 6 лет мне служат верой и правдой. Главное, на них не резать ничего ножом, ну то есть их просто не повредить. А так работают замечательно, и пергамент неудобен в пряниках, потому что когда пряники остывают, пергамент начинает под ними вот так вот бугриться, и в итоге изнанка пряника получается такая некрасивая, неровная. Ну и этот пергамент его хватает на 1-2 раза, то есть лишний расход материала. Вот такие же тефлоновые коврики, повторюсь, служат многократно, не деформируются, очень-очень удобный материал. Я буду использовать 2 тефлоновых коврика, чуть позже покажу для чего. Поехали! Я оторвала кусок теста, оставшееся убрала в холодильник, чтобы оно здесь не таяло. Беру скалку, повторюсь, неважно какую, можно деревянную. Накрываю тесто тефлоновым ковриком и начинаю раскатывание. Тесто вот такое жидкое, оно еще и липнет к скалке, то есть тут коврик нам очень даже поможет. Но если вы используете тугое тесто по базовому рецепту, без уменьшения муки, то можно раскатывать без второго коврика, но он все равно нам пригодится чуть позже. Раскатываем равномерно, постепенно. Мой пресс сейчас напрягается, это очень непросто. Мне недавно написали, как его раскатывать. Оно такое тугое, да, оно тугое. Посмотрите, как оно выглядит, да, немножко могут трещины пойти. Не забивайте тесто мукой, делайте все по рецепту. Если вы переборщите с ней, то у вас пряники будут клеклые, вы их будете печь 9 минут, 10, 12, 15, а они все внутри как будто сырые. На самом деле это не сырое тесто, это забитое мукой тесто. И такие пряники будут и невкусные, и некрасивые, не пышные совсем. Но это не значит, что надо прям очень жидкое тесто делать. Делайте обычное по рецепту, либо чуть-чуть уменьшайте муку. Вот видите, равномерно, постепенно раскатываю. И в один прекрасный момент нужно будет подложить те самые шпажки с 2 сторон, для того, чтобы у нас все прянички были одинаковые и ровные. Главное, чтобы палочки или трубочки были одинаковые в сечении. То есть не так, что одна 7, другая 5. И вот видите, скалка на них упирается, и очень-очень удобно замерять толщину таким образом. Теперь я беру обычную пшеничную муку и посыпаю маленьким-маленьким напылением сверху. Вот таким вот образом. Так красиво. И вот так вот натираю. Затем беру второй коврик или пергамент, что у вас есть, и переворачиваю. То, что было у меня сверху, теперь становится низом. Это будет лицевая сторона пряника. Если вы вырезаете по шаблону, то вот эту сторону желательно тоже лицевую припылить, иначе шаблон у вас просто прилипнет, так как тесто довольно липкое. Вы это видите прекрасно по глянцу. Но не сыпьте много муки, потому что обрезки будут забиваться, они ее впитывают, и уже вторые и третьи обрезки будут хуже и хуже по качеству. Теперь берем шаблоны пряников, давайте начнем с них, и покажу вам несколько разных способов, как вырезать.
Вот таким вот образом колесиком я вырезаю пряник. Кстати, колесико еще тем удобно, что оно показывает идеально толщину пряника, вот как раз те самые 5 мм. И если колесо упирается в тесто, значит вы неправильно раскатали, слишком толсто. Но иногда для больших пряников я делаю потолще, для маленьких, соответственно, потоньше. Я вырезала то, что мне нужно, для чего я припыляла внизу мукой, чтобы этот пряник впоследствии убрать. Пока некуда, вы, в принципе, можете даже его перетаскивать на другой коврик, потому что на этом может не хватить места. Для чего я так делаю? Мой первый мастер учил так, что вы берете, прикладываете шаблон и отодвигаете его, чтобы между пряниками было расстояние 1 см. В принципе, это правильно, потому что при выпечке пряники будут слипаться. Но проблема в том, что при такой раскатке, при таком вырезании остается очень много обрезков, а обрезки ухудшают свои свойства, и самое главное, вы тратите кучу времени на раскатывание. Я же делаю вот так, как вам показываю, и раскатываю небольшой достаточно кусок, максимально близко вырезаю друг к другу пряники, вот как здесь сейчас, смотрите, рядышком, давлю, если вырубкой, и немножко подвигаю. Это нужно, чтобы не было бахромы после вырубки. И аккуратненько их переношу. Пока тесто холодное, не будет у вас деформироваться ничего. И уже здесь распределяю их не рядом, а немножечко отступаю. Вот таким вот образом. Пряники большие, маленькие выпекайте отдельно. То есть вот этот вот огроменный пряник я буду выпекать на одном коврике, а малышей на другом. Надавливаю и немного подвигала. И прямо вот так вот можно на вырубке отодвинуть туда, куда вам нужно. Такие ровные фигуры довольно сложно переносить, но тоже возможно. Здесь нельзя медлить, потому что тесто нагревается и становится все более жидким, и наши детали будет сложно переносить. Настала очередь домика. Можно вырезать с мастихином. Давайте покажу вам этот способ. Я, кстати, домики, если у меня вырубки нет, я предпочитаю резать именно мастихином, потому что идеально ровный срез, очень тонкое лезвие, при этом не режется сам коврик, что очень-очень удобно. Но, повторюсь, нож детский для пластилина ничем не хуже. И еще у нас будет вот такое интересное окошко, его тоже можно вырезать мастихином, но удобнее колесом. Я и сделаю колесом, потому что оно у меня есть. Иногда после вот такой вырезки остается, видите, неровности, их лучше загладить, потому что это все влияет на красоту вашего пряника. Прям буквально берем и долепливаем пальчиками. Отодвигаем домик, он достаточно большой, будем выпекать его здесь. После переноски обязательно проверьте, не деформировались ли у вас углы, не полезли ли они. Ну все отлично, да, то есть домик как стоял, так и будет стоять. Здорово. Дверь не вырезаем, только окошко. Таких деталей нам нужно 2. Если разная толщина теста, особенно когда вы вырезаете домики, это критично, потому что вот эту деталь, если она толще, ее раздует сильнее, чем вот ту, и вам придется допиливать фасады. Я вам тоже этот способ покажу, его важно уметь делать, потому что такое происходит, но лучше, чтобы у вас было все одинаково, ровненько, и тогда не придется делать лишних движений. Также у нас будет 2 детали крыши. И для оставшихся деталей я возьму вот это вот свежее новое тесто, которое лежало у меня в холодильнике, а обрезки я убрала отдельно. Их сейчас раскатывать не стоит. То есть дождитесь, когда они у вас полностью остынут, и только потом раскатывайте уже для следующих пряников. Раскатанные и вырезанные пряники я стягиваю на противень. Противень должен быть ровный, то есть вот посмотрите, здесь идет изгиб. Вот в этой части. Если пряники у вас будут вот так лежать, это уже бракованные пряники, поэтому так не годится. Строго на ровной поверхности. Теперь отправляем пряники в духовку на 10 минут, режим вверх-вниз, 180 градусов. Но будьте осторожны, если у вас газовая духовка, там все может идти гораздо быстрее. То есть смотрите по ситуации. Ставим ровно посередине. 2 противня, если у вас не промышленная конвекционная печь, не ставьте, иначе будет неравномерное пропекание. Бывают бытовые духовки с хорошим режимом конвекции, но это очень редко. Поэтому советую выпекать по одному противню, тем более, что процесс недолгий, всего лишь 10 минут. Если через 10 минут пряники будут бледные, то мы их поставим еще на 2 минуты. Я вам все эти этапы покажу. Духовка пропищала, пряники готовы, им хватило буквально 10 минут. Посмотрите, какие они золотистые и красивые. И нужно срочно, пока они еще горячие и теплые, придавить их стеклом. Посмотрите, как их расперло при выпечке. Они стали очень выпуклыми, и такие пряники трудно будет расписывать. Придавливаем не со всей силы, но достаточно плотно до того момента, когда поверхность станет ровной. Я придавила, пряники хорошие, расписывать будет удобно, и оставляю их в покое. Я их не поднимаю от коврика или от пергамента, иначе у меня сзади будет... Давайте на каком-нибудь прянике вам покажу. Тут этого не произошло, на самом деле часто тесто вот это вот остается на коврике. Так бывает очень часто. Вот такая вот поверхность нормальная. Если побольше муки добавить, то не будет вот таких вот пузырей. Но в принципе такая поверхность тоже хороша, вполне себе приятный пряник. Оставляем остывать и ставим в духовку вторую партию. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам устройство сложных пряничных домиков, техника заливок, обводок, техника работы с трафаретом. И если наберется много комментариев, то я обязательно опубликую видео-мастер-класс по этому пряничному домику. Спасибо за ваши репосты, теплые комментарии, лайки, которые вы оставляете под моими видео. Это очень вдохновляет. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать новые видео-мастер-классы. А также загляните в закрепленный комментарий и пройдите по ссылкам, там много интересных видео.